Друзья, как думаете, что может быть забавнее, чем попытка припарковаться в узком переулке после новогодних праздников? Сегодня у нас настоящий баттл глупых аварий. Россия против США. Я собрал самые нелепые дорожные фейлы, когда кажется, что за рулем сидят настоящие мастера приключений. В этом ролике вы увидите, как невероятные авто-курьезы объединяют две великие державы и какие сюрпризы они приготовили. В конце я подведу итоги и поделюсь своими выводами. Готовы погрузиться в мир безумных маневров и нелепых столкновений? Поехали! Слишком быстрая доставка в автомастерскую. Этот случай произошел в 2014 году в городе Колливилл, штат Техас. Водитель автомобиля GMC Yukon, вероятно, находясь под воздействием алкоголя, столкнулся с легковым седаном. После столкновения внедорожник перевернулся и продолжил движение по дороге, пока не пробил стену ближайшего автосервиса. Забавно, что сервис носил название Lone Star Collision. В результате аварии два пассажира седана получили легкие травмы и были отправлены в больницу. Что касается водителя внедорожника, он, к счастью, остался невредим, после чего его сразу доставили в полицию. Дженнифер Лапье, хозяйка сервиса Lone Star Collision, была шокирована произошедшим, но смогла оценить иронию ситуации. Похожий случай произошел несколькими годами раньше. В августе 2010 года в Южной Калифорнии небо было покрыто облаками, а люди спокойно занимались своими делами. Но внезапно в витрину мастерской Hot Rods врезается Hot Rod. Детали происшествия не раскрывались, но, судя по всему, водитель модифицированного Ford просто потерял контроль над машиной на парковочной площадке возле сервисного центра. К счастью, целью для Hot Rod'а оказалась специализированная мастерская, так что ремонтировать машину долго искать не пришлось. А надпись Open на входе выглядела весьма символично. Лайфхак: как попасть к врачу без записи. Шансы на то, что автомобиль Nissan Altima окажется на втором этаже здания стоматологической клиники, казались ничтожными. Тем не менее, такое невероятное событие действительно произошло в округе Ориндж, Калифорния. Согласно видеозаписям с камер наблюдения, машина столкнулась с ограждением, которое послужило своего рода трамплином, подбросившим автомобиль вверх. С такой скоростью Altima взлетела на второй этаж клиники, едва не зацепив проезжавший мимо автобус. Эта необычная авария произошла вечером 14 января 2018 года. К счастью, ни водитель, ни пассажир машины не пострадали. Фотографии с места происшествия быстро распространились в интернете и стали основой для множества мемов. Когда родители уехали, но оставили замок, Рон Уизли: «Как ты посмел украсть машину?» Шуток на эту тему оказалось предостаточно. Когда гость на пороге. Драма, достойная голливудского фильма, произошла в калифорнийском городке Сан-Рафаэль. В 2 часа 45 минут ночи местный житель проснулся от громкого грохота. В его дом на полной скорости въехал «Мустанг» 4-го поколения. За рулем находился сильно пьяный мужчина, который потерял управление, когда ехал на докатке. Но на этом сюрреалистическая сцена не закончилась. Пытаясь выбраться из разрушенного автомобиля, водитель лишь усугубил ситуацию. «Мустанг» протаранил коридор и гостиную, нанеся дому еще больший ущерб. Хозяин дома, увидев разнос собственного дома, быстро среагировал. Он вытащил нарушителя из машины, отобрал ключи и вызвал полицию. Однако преступник не собирался сдаваться без боя. Он схватил ключи от RAV4 владельца дома и попытался скрыться на кроссовере. Тем не менее, затуманенное алкоголем сознание сыграло с ним злую шутку. Вместо того, чтобы удрать подальше от здания, кроссовер Toyota на всей скорости врезался в него, оказавшись бок о бок с «Мустангом». Всего за несколько минут дом пережил 3 мощных удара. К счастью, к тому времени, когда произошел последний инцидент, на место уже успела прибыть полиция. Нарушителю были предъявлены обвинения по целому ряду статей. Когда решил позавтракать на рабочем месте. А теперь вернемся в Россию и посмотрим, как там обстоят дела. В 2014 году в Кемерове произошло достаточно забавное ДТП. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Именно так можно описать ситуацию, когда троллейбус врезался прямо в кафе «Блок питания». Впрочем, речь шла вовсе не об обеде. Авария произошла рано утром, в 7 часов 30 минут. Водитель троллейбуса попытался успеть на зеленый сигнал светофора и ехала слишком быстро. Но старый транспорт не выдержал нагрузки и решил немного отдохнуть. К счастью, никто не пострадал. Ни посетители кафе, ни сам водитель, ни 6 пассажиров
ни прохожие на тротуаре. Повреждения получили только само здание и техника. Богатые тоже плачут. Еще одно происшествие, где нет виновных, но есть пострадавший. Суперкар McLaren 650S, принадлежащий бейсболисту Тревору Бауэру. Автомобиль ожидал своего владельца в дилерском центре в Хьюстоне, штат Техас. К несчастью, он стоял неподалеку от панорамного окна. В это время от проезжавшего поблизости грузовика оторвалось колесо, пролетело через 6 полос дороги. Штафт рикошетом отскочила от стены автосалона и приземлилась прямо на капот новенького McLaren. На фотографиях отчетливо видны последствия: вмятина на стене, осколки стекла и само колесо от грузовика. К счастью, суперкар был застрахован, но осадочек, безусловно, остался. О чем задумался, на что надеялся и кто виноват. 30 августа 2024 года в Кировском районе города Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц 64-й армии и Закавказской все автомобили остановились на красный свет светофора, пропуская пешеходов и поворачивающие налево машины. Однако один из водителей, видимо, погрузившись в мысли, продолжал двигаться по средней полосе, пока не врезался в стоящий впереди автомобиль. От удара та машина откатилась вперед, затронув как минимум еще 2 законопослушные машины. Возможно, пострадало и большее количество транспортных средств, но на видео это сложно определить. В тот же день в Советском районе на пересечении проспекта Университетского и улицы Прямой произошла еще одна авария. Самонадеянный водитель, совершая поворот налево, не убедился, что на встречной полосе крайнего левого ряда нет машин, движущихся прямо. В итоге последовал сильный удар, и автомобиль, полагавшийся на удачу, совершил эффектный переворот, оказавшись в конце концов на крыше. Прохожие поспешили на помощь водителю, помогли ему выбраться из машины. Другое ДТП, произошедшее 2 днями ранее на том же проспекте Университетском, вызвало много обсуждений среди волгоградцев. Хотя светофор не попал в кадр, судя по всему, для водителя, ехавшего по проспекту, горел красный свет. Еще до подхода к перекрестку стало ясно, что впереди опасность. Водитель, выезжавший со стороны примыкающей улицы из-за грузовика, очевидно, не ожидал встретить на своем пути летящий навстречу автомобиль. Судьба распорядилась так, что оба оказались в одном месте одновременно. Комментаторы долго спорили о том, кто виноват в этой аварии, но единого мнения достичь не удалось. С танком не поспоришь. Некоторые вещи невозможно не заметить. Например, колонна танков, движущаяся по дороге. Эти машины не только внушительных размеров, но и создают громкий шум, который слышен за сотни футов. Однако это не остановило одну немку, которая умудрилась направить свой Toyota Yaris прямо под гусеницы британского танка Challenger 2. Этот инцидент произошел в июне 2015 года вблизи немецкого города Аугустусдорфа, когда танки выдвигались на полигон. Женщина, чья машина была полностью уничтожена, не смогла объяснить полиции, как ей удалось не заметить колонну бронетехники, одна из которых превратила ее автомобиль в груду металла. Страховая компания оценила ущерб в 12 тысяч евро, тогда как танк не получил никаких повреждений. К счастью, обошлось без серьезных травм, хотя исход мог быть гораздо печальнее. Неудачная парковка на аэродроме. Когда самолеты приближаются к земле, им порой приходится сталкиваться с неожиданностями. Одним из таких сюрпризов могут оказаться автомобили. Инциденты с участием воздушных судов и наземного транспорта становятся почти привычными, но иногда случаются поистине необычные случаи. Один из них произошел в аэропорту Гонконга, когда лайнер Airbus A330 готовился к взлету с пассажирами на борту. Внезапно в него на полной скорости врезался микроавтобус Suzuki Every. Вопрос, как можно было не заметить самолет длиной 197 футов, остается открытым. В результате столкновения был серьезно поврежден турбовентиляторный двигатель Rolls-Royce, что сделало продолжение полета невозможным. Микроавтобус также получил значительные повреждения, и, скорее всего, его карьера на этом завершилась. Водитель, получивший многочисленные ушибы, был доставлен в больницу, где ему настоятельно рекомендовали посетить офтальмолога. Еще один случай произошел в Узбекистане. Легендарный советский биплан Ан-2, принадлежащий гражданской авиации Узбекистана, столкнулся на земле с не менее известным представителем советского автопрома, седаном «Москвич-412».
Оба этих транспортных средства внесли значительный вклад в историю Советского Союза. Ан-2 вошел в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, производство которого длилось более 70 лет. А «Москвич» успешно участвовал в международных автогонках, включая ралли Лондон-Мехико в 1912 году, где занял 3-е место. Таким образом, эти два советских раритета в зрелом возрасте стали участниками загадочного ДТП. Точно установить виновника аварии сложно, но «Москвич» получил серьезные повреждения и после инцидента должен был отправиться на свалку. Самолет же практически не пострадал, подтверждая свою надежность и прочность. К счастью, двигатель Ан-2 в тот момент не работал, иначе «Москвича» ждала бы самая необычная утилизация из возможных. Скорая помощь. Пилоты Формулы-1 на трассе часто сталкиваются с непредвиденными ситуациями. Яркий пример – японский гонщик команды Footwork Hart Таки Иноуэ, попавший в необычное происшествие на Гран-при Венгрии в 1995 году. Когда у его болида вспыхнул двигатель, Иноуэ припарковал машину на обочине и, вопреки правилам, решил самостоятельно тушить огонь. Вырвав огнетушитель из рук маршала, он побежал обратно к своему болиду и оказался на капоте медицинского автомобиля Татра 613. Водитель Татры не ожидал, что японец попытается спасти свой болид таким образом, и не успел вовремя остановиться. Этот эпизод вызвал смех в боксах всех команд, а Таки Иноуэ навсегда вошел в историю королевских гонок как первый и единственный пилот, сбитый медицинским автомобилем. К счастью, Иноуэ не пострадал в этом инциденте и продолжил выступление за команду Footwork Hart. Правда, значительных успехов он не достиг и за всю свою карьеру в Формуле-1 так и не набрал ни одного очка. И вновь российский Волгоград рулит. В центральном районе на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской авария произошла 28 августа 2024 года. Здесь тоже оказался замешанным либо задумчивый, либо очень спешащий водитель. На перекрестке образовался небольшой затор, но водитель, находившийся за рулем, либо его не заметил, либо не хотел ждать и решил слегка подтолкнуть стоящие впереди автомобили. Разбираться с владельцем пострадавшего автомобиля пришлось рыжеволосой девушке. Предположительно, именно она управляла красным автомобилем. В том же центральном районе на пересечении улиц Невской и Пархоменко дорожно-транспортное происшествие произошло несколькими днями ранее. И снова при повороте налево водитель не удостоверился, что за встречной машиной, пропускающей поток автомобилей, двигающихся прямо, нет другого транспортного средства. Мотоциклист, неожиданно увидев перед собой машину, сворачивающую наперерез, упал на асфальт от неожиданности. Его байк отлетел под правое переднее колесо иномарки. Как можно было так просчитаться? В российском Первоуральске 3 октября 2024 года случилось незначительное дорожно-транспортное происшествие. Один из водителей, сдавая задним ходом, повредил переднюю часть автомобиля другого участника движения. Этот инцидент вызвал у свидетелей немало улыбок. Все дело в том, что авария произошла практически без видимых причин. Водитель остановился на перекрестке, ожидая зеленый сигнал светофора, однако затем неожиданно решил отъехать назад. В этот момент позади него оказался другой автомобиль. «Это точно войдет в тройку самых нелепых аварий года», отметил один из местных жителей. «Лучше уж не пересекать стоп-линию ни при каких обстоятельствах», добавил другой. «Скупость наказывается вдвойне», заметил третий, подразумевая штраф за нарушение правил остановки перед стоп-линией. «Я считаю, что уж лучше штраф, чем ремонт. А каково ваше мнение об этом случае?» Оригинальная доставка прессы до адресата. Газета The Republican считается одним из старейших изданий в США. Несмотря на снижение интереса к бумажной прессе, газета ежемесячно выпускает около 70 тысяч экземпляров. Некоторые читатели все еще получают свои экземпляры прямо домой. Иногда доставка становится неожиданной. Так, в июле 2017 года в Ричмонде, штат Вирджиния, водитель доставки потерял управление автомобилем и врезался в двухэтажный дом. К счастью, никто не пострадал. Ирония ситуации заключается в слогане газеты, который был размещен на фургоне «Where the news hits home». Слово «hits» в английском языке может означать не только «приходить», но и «ударять». Дорожные аварии возникают по различным причинам.
Среди них выделяются такие факторы, как невнимательность или пренебрежение правилами со стороны водителей, технические неисправности транспортных средств, сложные погодные условия и непредсказуемые совпадения обстоятельств. Да и в целом водители разных стран похожи между собой, совершая одни и те же поступки. А сейчас, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.